Доброе утро всем, кто собрался. Значит, мы сегодня с вами продолжаем. Мы уже многое вспомнили, надеюсь, из того, что знали. Те, кто знал, из того, что кто-то не знал, вспомнили, как это все устроено. Что касается, собственно, клеточной мембраны и экстраклеточного матрикса. И сегодня мы продолжим наши с вами воспоминания из молекулярной биологии, касающиеся возможных взаимодействий между клетками, поскольку, наверное, межклеточные взаимодействия являются наиболее фундаментальной формой взаимодействия между направленных на то, чтобы удержать клетки вместе. Клетки могут присоединяться друг к другу как с помощью непосредственных контактов прямых межклеточных, либо устанавливать связь друг с другом с помощью каких-то секретируемых веществ, выделяемых. Но так или иначе, в любом многоклеточном организме клетки должны быть связаны между собой. Поскольку механизмы когезии, то есть соединения межклеточного, они в значительной степени определяют форму тела, архитектуру его, механические свойства, распределение различных клеток различных типов. И поэтому наряду с тем, что происходит просто механическое соединение клеток друг с другом, происходит еще и образование неких путей сообщения, которые позволяют клеткам обмениваться сигналами и координировать свое поведение, свою функциональную активность. Установление контактов между клетками и разрыв контактов между клетками, модификация матрикса помогают клеткам мигрировать в процессе эмбриогенеза и занимать положенные места, и также способствуют различным репаративным процессам, которые в организме возникают в случае его повреждения. Поэтому, собственно, вот эта вся система клеточных контактов играет очень важную роль в процессе жизнедеятельности организма, функционирования клеток, тканей, составленных из этих клеток. И когда происходит нарушение механизмов межклеточного взаимодействия, возникают различные патологии, и значительная часть этих патологий являются неизлечимыми. Несмотря на то, что клетки являются, по сути, довольно маленькими, хрупкими такими объектами, пластичными объектами, окружены тонкой мембраной, они образуют структуры очень массивные, иногда очень прочные. Пример тому, например, древесина или, собственно, наш с вами организм, который является довольно сложным архитектурным сооружением с точки зрения его устройства. И тем не менее, вот контакты между отдельными клетками позволяют поддерживать эти сложные многоклеточные образования в едином целом. Все ткани нашего организма принципиально можно поделить на два основных типа. Один тип – это ткани, у которых клетки достаточно удаленно располагаются друг от друга, и очень много места занимает межклеточный матрикс, экстраклеточный матрикс. Примером такой ткани является, естественно, соединительная ткань, да, где очень большие межклетники, и, собственно, вся структурная жесткость этой ткани может обеспечиваться именно экстраклеточным матриксом. Однако другие типы тканей, например, крайним примером, наверное, является эпителиальная ткань, преимущественно состоят из клеток мелких, тесно соединенных друг с другом и имеют слабо выраженный экстраклеточный матрикс. И тем не менее,
прочность эпителиальной ткани обеспечивается именно за счет прямых контактов между клетками, непосредственных контактов между клетками. Физические контакты играют в эпителии вообще принципиальную роль, но и в неэпителиальных тканях, в том числе и в нервной ткани, которую для нас с вами максимально интересно, наверное, представляет, в общем-то, они выполняют целый ряд важных функций. Ну и если мы попытаемся классифицировать разные типы контактов в зависимости от их структуры и состава, можно выделить 4 разных типа. Это адгезивные или плотные контакты, это десмосомы как разновидность плотных контактов, но существенно отличающиеся по своему составу. Это прерывистые контакты или gap junctions и контакты смешанного типа. Функционально мы можем также выделить несколько разных вариантов межклеточных контактов. Ну, адгезивные контакты – это такой тип контактов, которые позволяют обеспечивать взаимодействие клеток друг с другом непосредственно и клеток с матриксом. Адгезивные контакты выполняют не только функцию прикрепления клеток, но и передают напряжение через вот этот межклеточный контакт, удерживая определенную структуру ткани. Дальше следующий тип – это запирающие контакты. Запирающие контакты предназначены для того, чтобы закрыть щель между клетками и, соответственно, прекратить проникновение веществ из одной части, экстраклеточной части, в среды организма или в полости органов. Они могут быть полностью непроницаемыми или могут быть полупроницаемыми, и их основная функция – это барьерная функция. Далее, значит, ну вот здесь они на рисунках нарисованы. Канальные контакты – это контакты, образованные между клетками для того, чтобы соединить цитоплазму обеих клеток. То есть они содержат внутри себя полностью проницаемый канал, и за счет этого канала может происходить обмен содержимым цитоплазмы соседних клеток. И, наконец, коммуникативные контакты – это контакты, которые позволяют проводить сигналы между клетками через плазматическую мембрану. Значит, что касается характеристики, да, где мы встречаем такие контакты, собственно, какова их функция основных этих контактов. Ну, начнем мы с плотных контактов, или tight junctions, как они по-английски называются, и в англоязычной литературе именно этот термин используется. Tight junctions – это контакты, которые контролируют полностью проникновение молекул в межклеточном пространстве, через межклеточное пространство между двумя соседними клетками. И в мозге это прежде всего контакты, которые наблюдаются в барьере гематоэнцефалическом. Гематоэнцефалический барьер был открыт очень давно, да, первые сообщения появились в конце 19 века, начале 20 века, а термин был введен в 20-е годы. Вот у меня тут перечислены, собственно, люди, которые занимались этим и первыми сообщили об этом. Где встречаются, какие основные типы клеток, образующие такого типа контакты? Ну, в мозге, да, в первую очередь, это микрососудистые эндотелиальные клетки, астроциты и перициты. Значит, вот на схеме, которая нарисована слева,
Вы можете видеть вот фрагмент такой, образованный, собственно, всеми типами клеток, которые могут встречаться в зоне гематоэнцефалического барьера. Ну, вариант плотного контакта – это плотные контакты между клетками, да, собственно, между эндотелиальными клетками, которые соединяют содержимое просвета кровеносного сосуда, ну, капилляра в данном случае, или венулы, и э, паренхимы мозга, то есть мозговой ткани. Далее в выполнении барьерной функции принимают участие, безусловно, астроциты, вы их видите, либо перициты, это клетки уже, которые, собственно, относятся к мозговым клеткам непосредственно, и они тоже могут быть соединены определенными контактами с базальной мембраной, определенного типа контактами с базальной мембраной, которая окружает, собственно, сам сосуд. Значит, от чего зависит проникновение веществ через плотные контакты? Оно будет зависеть от липофильности молекулы, то есть способна ли она раствориться в клеточной мембране и перенестись трансцеллюлярным путем, от ионизации, полярности и некоторых других свойств, веществ, которые проникают через этот межклеточный путь. Есть достаточно четкое разграничение, поскольку это клетки эндотелиальные, собственно, имеют полярность определенную, они имеют апикальную поверхность, базальную поверхность. Поэтому, значит, транспорт через эту клетку будет также контролироваться. Ну и, наконец, частое понятие, которое вы можете встречать в литературе, оно тоже довольно активно используется в последнее время. Это так называемая нейроваскулярная единица. Значит, нейроваскулярная единица включает в себя микрососуд, клетки, эндотелиальные клетки, собственно, микрососудистые, астроцит, перицит и микроглиальные клетки. Вот это то, что очень часто определяет состояние той или иной части мозга в зависимости от того, насколько плотно барьер устроен. Значит, плотные контакты, tight junctions, расположены, как правило, близко к апикальной стороне, к апикальной поверхности эндотелиальной клетки. То есть они находятся вблизи сосудистого русла. Вот в данном случае на этой схеме они изображены. Значит, здесь вот показано, что образованы такие контакты трансмембранными белками. Чаще всего к таким белкам в мозге относится клаудин 3,5. Функции клаудина 3,5 достаточно хорошо изучены. Это молекула, образующая несколько трансмембранных доменов, имеющая экстраклеточный домен, внутриклеточный домен. И взаимодействие происходит между экстраклеточными доменами двух соседних клеток, молекул белка, находящихся на двух соседних клетках. Помимо этого, в состав плотных контактов в гематоэнцефалического барьера входят белки под названием окклюдинов. Это тоже трансмембранные белки, функция которых, в общем-то, не очень пока хорошо изучена или, по крайней мере, не очень понятна, но понятно, что они участвуют в образовании таких плотных соединений. И, как вы видите, целая масса белков, образующих промежуточную связь между сократительными волокнами цитоскелета, актиновыми волокнами, и между, собственно, самими белками для того, чтобы удерживалась определенная структура, определенное состояние этого белка и происходило межклеточное взаимодействие. Это вот эти вот белки, которые получили название зона окклюденс белки. И часто, когда проверяют состояние гематоэнцефалического барьера, смотрят на уровень экспрессии как раз вот этой вот группы белков зона окклюденс и клаудинов, как наиболее важных с точки зрения функционирования запирающего такого плотного контакта.
Значит, для чего нужно такое сплетение белковое? Ну, оно не только позволяет удерживать клетки друг относительно друга, оно еще и позволяет предотвращать диффузию разных белков, которые включены в состав клеточной мембраны. Мы с вами говорили, да, что клеточная мембрана, она по своему составу может быть достаточно неоднородной, и белки, которые выполняют разные функции, могут находиться на разных поверхностях клетки. Когда клетка имеет полярность, как, например, в данном случае, да, ну и в том числе и это для всех полярных клеток, характерно полярной, в этом, не в смысле заряда, а в смысле функциональной разницы. Когда имеется различие между апикальной и базальной поверхностью клетки. Но в данном случае это различие очевидно, поскольку апикальная часть клетки обращена в просвет сосуда, базальная часть обеспечивает прикрепление к базальной мембране. Да, вот для того, чтобы белки, которые находятся на этой поверхности, не диффундировали на базальную поверхность, вот плотный контакт, такой плотный контакт, он, в общем-то, тоже важен, поскольку он предотвращает вот эту латеральную миграцию. Ну и, наконец, самая важная роль – это предотвращение диффузии через межклеточную щель. То есть здесь диффузия становится невозможным особенно для клеток и для крупных молекул. Если такой плотный контакт нарушается, то следствием этого может быть пролиферация клетки и ее рост. То есть чем меньше клетки взаимодействуют друг с другом, тем больше вероятность того, что эти клетки начнут размножаться и расти. Да, соответственно, это хорошо, когда нам нужно, например, чтобы происходила васкуляризация, но это плохо, когда в результате такого неконтролируемого роста могут возникать различные опухоли. Значит, это, собственно, тоже иллюстрация того, о чем я вам говорил. Да? Просто модель такая трехмерная, которая тоже позволяет посмотреть, собственно, каким образом организованы эти контакты. Ну, вот это клаудины, окклюдины, белки, которые формируют, собственно, плотный контакт. Наряду с такого типа контактами существует еще несколько вариантов плотных контактов, функция которых – это прикрепление клетки к экстраклеточному матриксу и межклеточное прикрепление. Ну, это, во-первых, адгезионные контакты, или фокальные контакты, или точечные контакты, которые образованы трансмембранными белками и скрепленными внутри клетки с сократительными актиновыми филаментами, обеспечивающими напряжение, и снаружи клетки, взаимодействующие друг с другом. Достаточно большое количество молекул принимает участие в образовании таких адгезионных контактов. Мы с вами в прошлый раз говорили об интегринах, например, и сегодня мы о нескольких типах молекул тоже поговорим. Еще два типа плотных контактов, различающихся частично по своей структуре и, самое важное, по химизму, это и функциям, которые они выполняют, это десмосомы и полудесмосомы. Десмосомы – это вид межклеточных контактов, который соединяет клетки друг с другом, а полудесмосомы и главное их отличие то, что они изнутри клетки взаимодействуют не с актиновыми филаментами, а с промежуточными филаментами. А полудесмосомы – это контакты такого немножко смешанного типа. Их основная функция – это прикрепление к экстраклеточному матриксу, и внутри клетки функция такого контакта определяется его взаимодействием либо с актиновыми филаментами, либо с промежуточными филаментами. Значит, для чего нужны такие контакты? Они обеспечивают механическую целостность организма или ткани, или органа. Они позволяют отвечать на различные средовые изменения, то есть в зависимости от того,
каков состав среды, клеточные взаимодействия могут меняться, либо становиться более прочными, либо становиться менее прочными, либо открывать доступ через барьеры, либо наоборот его запирать. Далее важная функция – это, конечно, ремоделирование ткани, да, в процессе развития, в процессе дифференцировки и в процессе репарации. Да, то есть когда нам необходимы перестройки различные организма, начиная с эмбриогенеза, когда необходимо, чтобы клетки мигрировали от эмбриона, от начальной стадии эмбриона, мигрировали периферически и выстраивались различные органы. Мы немножко увидим чуть позже там на слайде, собственно, как это происходит в случае, например, нервной системы. Нам необходимо, чтобы эти контакты могли быстро разрушаться, быстро восстанавливаться, либо образовываться там, где это необходимо. Ну и вторая важная функция, которую выполняют молекулы таких плотных контактов межклеточных, это сигнальная функция. Они сами по себе играют активную роль. То есть в зависимости, они включены в различные сигнальные каскады. Например, разрушение плотного контакта может привести к активации транскрипционных механизмов, которые способствуют размножению клетки. Да, то есть отделение клетки от экстраклеточного матрикса может способствовать экспрессии молекул, обеспечивающих ее миграцию. Рост клетки, поскольку он тоже в значительной степени ограничен именно межклеточными взаимодействиями. То есть если они нарушены, если нарушен контакт клетки с матриксом, то клетка может увеличиваться в размерах и дальше пролиферировать, образуя новый очаг образования клеток. Несколько типов белков играют важную роль, центральную роль в формировании адгезионных контактов. Вот они у меня здесь перечислены. Значит, с левой стороны это такая принципиальная схема, да, собственно, того, как эти адгезионные контакты или адгезивные контакты образуются или где они находятся. Да? То есть это непосредственно межклеточный контакт, либо прикрепление к матриксу. Ну и 4 основных семейства, таких больших или суперсемейства в некоторых случаях, играют важную роль в образовании таких межклеточных контактов. Это семейство селектинов белков, все белки трансмембранные. То есть это, как правило, они все относятся к белкам первого типа, то есть они имеют в большинстве своем один трансмембранный домен, в одном месте только пересекают мембрану и имеют довольно большие хвосты, которые торчат снаружи клетки, и разного размера совершенно внутриклеточный домен. Значит, первое семейство – это селектины. Значит, в нервной системе непосредственно селектины практически не участвуют в образовании межклеточных контактов, но они очень активно работают, обеспечивая контакты клеток крови с клетками эндотелия. И в этом смысле это очень важно и для нас с вами, поскольку это влияет на функционирование гематоэнцефалического барьера, особенно в случаях поражения нервной ткани, особенно травматического или ишемического. Это суперсемейство интегринов. Значит, мы с вами в прошлый раз о нем говорили, поскольку говорили об экстраклеточном матриксе. И интегрины – это именно те белки, которые обеспечивают формирование контакта клетки с экстраклеточным матриксом. Это суперсемейство кадгеринов. Белки-кадгерины формируют контакты между клетками, и название их очень говорящее, поскольку вот это вот начало CA, K, оно идет от слова кальций, поэтому легко запомнить, что функция этих белков крайне зависима от наличия ионов кальция в среде. Ну и, наконец, суперсемейство иммуноглобулинов. Это трансмембранные белки, которые содержат иммуноглобулиноподобные домены в неклеточной стороне и являются молекулами межклеточной адгезии, которые вы знаете как cell adhesion molecules.
вот именно они имеют такую иммуноглобулиновую природу и могут образовывать контакты между клетками разной совершенно природы, взаимодействуя либо с углеводами на поверхности клеток, либо с интегринами на поверхности клеток. То есть всегда гетерофильные контакты такие образуются. Ну, это просто чтобы напомнить, да, мы с вами в прошлый раз этот рисунок видели, я вам его показывал, собственно, как работают интегрины, вот эти вот гетеродимерные белки, которые состоят из двух субъединиц трансмембранных и обеспечивают взаимодействие клетки с экстраклеточным матриксом. С одной стороны, взаимодействуя с матриксом, их активные части, активные головы взаимодействуют с матриксом и удерживают его. А с другой стороны, через систему адаптерных белков винкулин, талин взаимодействуют с актиновыми филаментами сократительными и, соответственно, обеспечивают такую передачу напряжения этого контакта и удерживание клетки относительно клеточного матрикса. Есть даже целая гипотеза, которая пытается связать, ну, она идет от получения нокаутных животных по элементам, по белкам адаптерным этой системы, винкулиновым, и у животных, у которых винкулин не экспрессируется или экспрессируется в меньшем количестве, хуже память, поэтому считается, что, наверное, винкулин важен для формирования памяти. Ну, и опять же, если мы вспомним прошлую нашу с вами лекцию, да, когда мы говорили о том, что для удержания клеток друг относительно друга и относительно матрикса необходимо, чтобы эта система нормально функционировала. Естественно, мы понимаем, что без винкулина, в общем-то, не будет удержания клеток друг относительно друга, относительно матрикса, и память никакая не сформируется, потому что просто сеть не будет работать подобающим ей образом. Интегрины являются важной составной частью полудесмосом, и это характерный белок, основной белок, образующий именно этот тип контакта. Значит, все и десмосомы, и полудесмосомы устроены примерно одинаковым образом. Они все состоят из трех основных частей. Значит, какие это основные части? Ну, это элементы цитоскелета, это могут быть промежуточные филаменты или это могут быть актиновые филаменты. В данном случае, в случае именно полудесмосом, и актиновые филаменты, и промежуточные филаменты могут взаимодействовать со второй частью этого контакта. Это такая бляшка, образованная якорными белками или анкерными белками, как кому удобно произносить. То есть это адаптерные белки, которые обеспечивают взаимодействие между элементом цитоскелета и трансмембранными интегринами. В полудесмосомах в основном задействован вот такой интегрин, альфа-6, бета-4. Их много, да, вы видели на предыдущем слайде, их много разновидностей, они по-разному экспрессируются в разных тканях. И вторым элементом полудесмосомы является встроенный в мембрану коллаген 17 типа. Это специальный тип коллагена, который обеспечивает взаимодействие, вот наряду с интегрином, взаимодействие между ламинином и, собственно, прикрепление к ламининовой части цитоскелета, экстраклеточного матрикса самой клетки. Да, ну, поскольку в основном, конечно, такого типа контакты характерны для тканей эпителиальных, тем не менее, в нервной системе мы такого типа контакты тоже можем наблюдать. Ну вот на фотографии, которая слева размещена, вы видите, это электронная микрофотография, то есть получена с электронного микроскопа, и в данном случае она сделана на границе кровеносного сосуда. Выстилка вот идет базальной мембраны, вот она здесь показана, такая темная пластина. И вы здесь видите вот астроциты,
И отросток астроцита образует с выростом базальной мембраны, образует десмосомный контакт или полудесмосомный контакт. Значит, на электронных микрофотографиях определить это крайне сложно. Я так понимаю, поскольку и сами авторы вот таких фотографий, они указывая вот на типы вот таких контактов между астроцитами и какими-то элементами либо экстраклеточного матрикса, либо базальной мембраны, указывают, что это десмосомы или полудесмосомы. Даже называют их десмосомоподобные или полудесмосомоподобные структуры. Вот таким образом они выглядят. Вот, собственно, две мембраны, да, и вот мы видим, что она вся пронизана белками. Значит, еще раз, очень похожие два типа плотных контактов имеют совершенно разный молекулярный состав. Полудесмосома прикрепляет клетку к базальной мембране, основной трансмембранный белок – интегрины. Дальше, в отличие от полудесмосомы, десмосома прикрепляет клетку к клетке. Основным белком десмосомы является разновидность кадгерина. Это такой специальный, если можно так выразиться, десмосомальные или неклассические кадгерины. Неклассический тип кадгеринов. Поскольку они встречаются только в десмосомах, они получили название десмоглиина и десмокалина. То есть это специальные кадгерины десмосом. Ну и, наконец, в основном это контакты, которые связаны внутри клетки с промежуточными филаментами, кератином или десмином. Ну, поскольку кератин, да, значит, понимаете, что это в первую очередь эпителиальная ткань, где такие контакты очень важны, поскольку они удерживают плотность клетки. Кератиновые и десминовые волокна образуют очень прочные, как везде их называют, канатоподобные элемент цитоскелета, протянутый от одной десмосомы до другой десмосомы на противоположном конце и удерживающие напряжение между этими десмосомами и таким образом поддерживающие форму клетки и плотность ткани, обеспечивающие, собственно, само напряжение внутри ткани. Значит, это очень большое семейство, суперсемейство белков первого типа с довольно большой молекулярной массой. Чем характеризуется? Каждая полипептидная цепь, то есть весь вот этот пептид, полипептид, большой белок, содержит специально 5 эктодоменов, внутренних доменов своих, которые находятся на внешней поверхности клетки, то есть они находятся в экстраклеточном пространстве, во внеклеточном пространстве. И каждый эктодомен, они идентичны, состоят примерно из 110 аминокислотных остатков. Белки семейства обладают очень высокой гомологией, и критически их функция зависит от функции кальция, от наличия кальция. Значит, вот на этой схеме показано примерно, как устроен контакт между двумя кадгеринами двух соседних клеток. Значит, контакт всегда образуется гомофильный, то есть один кадгерин связывается с другим кадгерином, находящимися на разных клетках, соответственно. Да? Значит, имеются 5 вот таких доменов, вот они здесь специально показаны одинаковым образом, да, вот мы их здесь можем тоже видеть, 5, да, и имеется вот такая головка на конце, на N-конце каждой молекулы. Значит, собственно, взаимодействие между этими головками обеспечивает взаимодействие между этими двумя белками. Эктодомены, каждый из доменов соединены друг с другом шарнироподобными связками. Что это значит? Это значит, что вот эта цепочка аминокислот, которая здесь находится, обладает способностью быстро, легко менять конформацию при взаимодействии, ну, в первую очередь, в данном случае с кальцием. Значит, как только молекулы кальция связываются с аминокислотными остатками, шарнир становится неподвижным, и вся молекула теряет пластичность, то есть она становится более жесткой.
Она уже не может изгибаться в разных направлениях, она может, в общем-то, только слегка колебаться. И связывание с кальцием обеспечивает взаимодействие двух N-концов, головок, расположенных на N-концах, и, собственно, удержание их друг относительно друга. И вот здесь вы видите, что, собственно, и показано, да, вот если у нас концентрация кальция во внеклеточной среде составляет меньше 0,05 миллимоля, то у нас молекула может находиться в свернутом состоянии, то есть она может изменять свою форму, изменять свое положение. И как только кальция становится больше 1 миллимоля в окружающей среде, у нас молекула приобретает жесткость и способна взаимодействовать с другой молекулой. Значит, само по себе взаимодействие между двумя кадгеринами, оно не очень прочное. Но благодаря тому, что кадгерины находятся как бы бок о бок расположено, много кадгеринов расположено в участке плотного контакта, они образуют соединение по типу застежки-липучки. И когда у вас много параллельных слабых контактов между белковыми молекулами, само соединение становится достаточно прочным. Но в то же время оно легко разрушается. Как только концентрация кальция понижается, у вас эти взаимодействия могут нарушаться. И их легко разрушить при необходимости. Поэтому эта система очень активно используется и в случае других белков клеточной адгезии, поскольку и интегрины зависят от кальция, но еще и от марганца в значительной степени, их прочности этого контакта кадгеринового, и некоторые другие молекулы клеточной адгезии тоже, собственно, являются кальциозависимыми по своей функции. Где вы в повседневной своей деятельности можете встречаться как нейробиологи с этим и использовать это? Ну, например, когда вам нужно приготовить клеточную культуру. Собственно, именно для этого вы, когда пытаетесь разрушить нервную ткань, добавляете хелатора кальция и немножко трипсина. Как только вы хелатируете кальций из окружающей среды, у вас прочность контактов, удерживающих клетки друг относительно друга и удерживающих их относительно матрикса, находящегося в структуре, контакты эти ослабевают, у вас клетки начинают легко отходить друг от друга, и без кальция вот в таком как бы гибком состоянии, да, эти молекулы становятся легко доступными для протеолиза, поэтому добавляйте трипсин. Вот. И тогда, разрушив межклеточные контакты, вы получаете клеточную суспензию, которую затем используете для того, чтобы посадить ее в чашку Петри, а в чашке Петри происходит обратный процесс, о котором я вам в прошлый раз рассказывал, когда за счет взаимодействия интегринов с элементами подложки у вас клетки удерживаются в культуре и относительно чашки, относительно поверхности, и друг относительно друга начинают образовывать различные взаимодействия. Специальный вид кадгеринов, который обеспечивает взаимодействие в десмосомах, вот он здесь тоже изображен. Собственно, это десмосомный контакт, вот так он выглядит под электронным микроскопом. Видите, вот эти плотности такие, да, в каждой клетке, образованные, собственно, бляшечными белками, якорными белками. И в экстраклеточное пространство параллельно расположенные торчат белковые цепи вот этих двух специфических десмосомных кадгеринов, которые получили название десмоглеина, десмокалина. Они похожи на кадгерины, но как бы отличаются немножко от классических, поскольку используются только в десмосомах. И для десмосом характерны специальные якорные белки или адаптерные белки, которые обеспечивают взаимодействие с промежуточными филаментами. Ну, в данном случае это вот катенинообразный белок плакоглобин, плакофилин. Это те, которые, собственно, связывают, те два белка, которые связывают между собой молекулы десмоглеина и десмокалина с внутриклеточной стороны. И еще один адаптерный белок десмоплакин, который образует взаимодействие между бляшечными белками, вот этими адаптерными белками, и элементами цитоскелета.
Да, контакт гомофильный, то есть всегда кадгерин взаимодействует с другим кадгерином. Я прошу прощения, что я табличку на русском языке даю, но я ее не нашел по-английски, и переводить, честно, было лень. Значит, это, собственно, основные кадгерины, которые встречаются в нашем организме. Значит, в зависимости от типа ткани, где встречаются, они получили название Е-кадгерин, это эпителиальный кадгерин, Н-кадгерин, который встречается в нейронах, в клетках миокарда, в скелетных мышцах, в клетках хрусталика глаза. Это П-кадгерин, который в плаценте эпидермисе. И эндотелиальный сосудистый кадгерин, который в клетках эндотелия. Значит, они все принимают участие в адгезионных соединениях. Ну, N-кадгерины, по-моему, я упоминал в первой лекции, что они еще и задействованы в образовании химического синапса, поскольку позволяют удерживать синаптические элементы друг относительно друга. Да, ну и вот вы видите, что происходит, если мы инактивируем синтез кадгеринов, экспрессию кадгеринов у мышей, то, как правило, это либо практически гибель эмбриона происходит, либо происходит нарушение развития каких-то органов. Да, ну и, наконец, если мы с вами заингибируем образование неклассических кадгеринов, то это приводит к образованию пузырей, волдырей, поскольку кератиноциты утрачивают контакты. И вот, собственно, когда у нас молекулы клеточной адгезии страдают каким-то образом, то это приводит, ну, в общем, к очень трагическим последствиям, потому что такие заболевания, как пузырчатка, они аутоиммунные заболевания, когда у нас идет разрушение интегринов, например, и, соответственно, разрушение межклеточных контактов эпителия, это совершенно неизлечимые вещи. То есть они никак не лечатся совсем, поскольку никаких подходов к этому нет вообще. То есть все очень с кадгеринами и с интегринами достаточно тяжело. Где еще важную функцию играют кадгерины? Значит, очень важная роль в эмбриогенезе. В данном случае вот это примеры, которые классические примеры, когда происходит отделение нервной трубки от эктодермы. Значит, этот процесс сопровождается изменением экспрессии разных типов кадгеринов в клетках, которые исходно как бы одинаковы были. Да? Эктодерма, поскольку это все-таки ближе к эпителию, экспрессирует Е-кадгерин. Вот здесь он на схеме показан таким синеньким цветом. Да, и вот здесь мы видим его экспрессию иммуногистохимически окрашенную вот на последовательных стадиях развития эмбриона. Затем смена характера экспрессии кадгеринов и начало экспрессии N-кадгерина, характерного для нервной трубки, приводит к образованию выпячивания вот такого от эктодермы. И в месте контакта экспрессируется другой кадгерин, кадгерин 6b, который обеспечивает постепенное образование контакта между этими частями, замыкание нервной трубки. И начало экспрессии кадгерина 7, специфического кадгерина для клеток, обладающего меньшей адгезией, чем N-кадгерин, Е-кадгерин и кадгерин 6b, приводит к отделению постепенному нервной трубки от эктодермы. И кадгерин 7 экспрессируется практически во всех мигрирующих клетках, в том числе и в нервной системе, в нейронах, когда они занимают свои положения в пространстве, формируя тем самым центральную нервную систему. И он характерен для клеток, когда нужно, чтобы они мигрировали в виде таких слабо ассоциированных сообществ,
То есть образуется такой миграционный поток клеток, которые как бы взаимодействуют между собой, но эти взаимодействия достаточно легко разрушаются. То есть вот вы видите, где непосредственно работает вся эта система межклеточных контактов. Даже если потом она уже так не используется в нервной системе активно, как на стадии эмбриогенеза, но вот здесь вот для формирования собственной нервной системы это очень важно. Классические кадгерины принимают участие в образовании фокальных адгезивных контактов, ну, в частности, например, в синапсе. Значит, это вот схема типичного кадгерина и формирование контакта межклеточного для такого кадгерина. Между молекулой кадгерина и внутриклеточным доменом этой молекулы и актиновым филаментом имеется целая система анкерных белков или адаптерных белков. И важнейшими здесь являются бета-катенин и родственный ему P120-катенин, два белка, которые обеспечивают взаимодействие, вот, собственно, с актиновыми филаментами. Поскольку бета-катенины работают практически начиная с эмбриогенеза и до взрослого мозга, и во взрослом мозге особую функцию они выполняют в процессе нейрогенеза, когда необходимо обеспечивать образование новых клеток, их отделение от стволовых клеток и дальнейшую миграцию. Белок P120-катенин определяет то, как изменится состояние молекулы кадгерина и его готовность к образованию межклеточного контакта. То есть, собственно, он как бы является как бы таким сигналом, который обеспечивает либо соприкосновение, прилипание клеток, либо их отлипание друг от друга. Вот. И вот одним из таких контактов, который достаточно широко исследуется сейчас, это сигнальных каскадов, точнее, которые широко исследуются сейчас с точки зрения его роли в нейрогенезе во взрослом мозге и выполнении различных сигнальных функций, в том числе в механизмах пластичности мозга, это Wnt-каскад, где белок Wnt является сигнальной молекулой для бета-катенина и, собственно, обеспечивает наличие или отсутствие взаимодействия между этими адгезионными белками, молекулами клеточной адгезии. Ну, вот несколько слов о селектинах, значит, и несколько примеров, которые разберем, собственно, где это работает в мозге. Значит, это семейство тоже трансмембранных белков, достаточно консервативный лектиновый домен в экстраклеточной среде находится. Лектиновый домен характерен для тех белков, которые взаимодействуют с углеводами, образуют взаимодействие между белком одной клетки и углеводами, находящимися на поверхности другой клетки. Три типа основных селектинов экспрессируются в клетках организма нашего. В зависимости от того, где они находятся, они получили название L-селектина, R-селектина, E-селектина. Функция селектина, то есть способность его образовывать адгезивный контакт, также зависит от наличия кальция в экстраклеточной среде, и контакт, соответственно, является гетерофильным, да, то есть не с таким же белком образуется контакт, а либо с интегрином в редких случаях, либо с углеводом. Где нам это важно? Да, где это работает в мозге? Это работает прежде всего там, где возникают какие-то очаги воспаления. Поскольку селектины в значительной степени отвечают за проникновение белых клеток крови в очаг воспаления и за то, чтобы они выполняли свою функцию уже как клеток
защиты, да, защитную функцию. Значит, для того, чтобы мы с вами говорили, да, что имеются плотные межклеточные контакты, и клетки эндотелия достаточно плотно прилегают друг к другу, обеспечивая недоступность мозга, паренхимы мозга для крови. Но если происходит, наверное, даже... Я вам сначала следующий слайд покажу. Если происходит в ткани мозга возникновение какого-то очага воспаления. Что такое воспаление? Воспаление – защитная реакция. То есть что-то случилось, что привело к выработке определенных молекул, являющихся молекулами воспаления. К таким молекулам относятся интерлейкины и некоторые хемокины, которые обеспечивают активацию клеток по воспалительному типу, способствуют возникновению воспалительного ответа в очаге, куда либо проник антиген, либо что-то случилось с клеткой, она начинает погибать, но при этом погибает с разрывом клеточной мембраны, ну, например, при травматизации, выбрасывая все свое содержимое. И в этом случае такие молекулы, образовавшиеся в ткани мозга, являются лигандами для рецепторных белков, расположенных на поверхности эндотелиальных клеток со стороны паренхимы мозга. Да, вот у нас такой лиганд, который синтезирован клетками мозга. Вот у нас рецептор на поверхности эндотелиальной клетки. А дальше происходит активация двух типов сигнальных каскадов. Такие рецепторы активируют благодаря своему взаимодействию с G-белком. Вот такой гетеротримерный G-белок. Он ассоциирован с внутриклеточным доменом рецептора. И происходит его деградация в результате соединения с молекулой АТФ. Это АТФаза, да, ГТФаза, простите, с молекулой ГТФ, гуанозин-3-фосфата. Значит, соответственно, его комплекс распадается на субъединицы, и альфа-субъединица активирует фосфолипазу Си-бета, фермент, который, пользуясь наличием фосфоинозитол содержащих липидов на внутренней поверхности мембраны. Помните, я вам рассказывал на первой лекции, что мембрана клетки является асимметричной, и здесь вот у нас много-много-много инозитол содержащих липидов. Значит, у нас происходит образование инозитол-3-фосфата, сигнальной молекулы. Значит, сигнальная молекула инозитол-3-фосфат взаимодействует с внутриклеточными депо, которые высвобождают кальций. Кальций взаимодействует с кальмодулином, образуется вот такой комплекс кальций-кальмодулин. И кальций-кальмодулин активирует протеинкиназу, которая в дальнейшем ведет к фосфорилированию белков, связанных с P-селектинами, то есть адапторных белков, которые связаны с P-селектинами на внутренней поверхности эндотелиальной клетки, но уже на той поверхности, которая обращена в просвет сосуда. Происходит изменение конформации P-селектина, и P-селектин становится способным связываться с интегринами и селектинами, которые находятся на поверхности клеток крови. С другой стороны, вторая часть G-белка ГТФазы активирует РО-киназу через промежуточный адаптерный белок, и происходит фосфорилирование белков, связанных с актиновыми филаментами. Значит, это приводит к отсоединению актиновых филаментов от адгезивных контактов с внутренней поверхности клетки, и происходит нарушение целостности вот этого барьера, образованного адгезивными контактами между двумя эндотелиальными клетками. Таким образом,
межклетник вот этот становится проницаемым. Через него можно проникнуть внутрь мозга. А теперь вернемся обратно к этой картинке. Значит, вот у нас с вами кровеносный сосуд. Вот у нас базальная мембрана, перициты, астроцитарные столпы, которые образуют взаимодействие, контакты с базальной мембраной, и такое периваскулярное пространство, куда, собственно, ничего в норме из крови проникнуть не может. Ну, кроме специальных транспортных систем, которые транспортируют что-то из крови в паренхиму мозга. Если у нас с вами произошла активация эндотелиальной клетки по воспалительному типу, то есть микроглия в результате действия какого-то антигена активировалась, или в результате повреждения других клеток микроглия активировалась, начала синтезировать провоспалительные цитокины. Провоспалительные цитокины попадают через периваскулярное пространство, активируют клетки эндотелия. Здесь, соответственно, происходит экспрессия селектинов на поверхности эндотелиальной клетки. И когда это произошло, у нас лейкоцит может за счет большого количества углеводов, находящихся на его поверхности, взаимодействовать с селектинами. Происходит причаливание лейкоцита к поверхности эндотелиальной клетки. И дальше за счет образования вот таких адгезивных взаимодействий сначала между углеводом и селектином, а позже за счет взаимодействия между интегринами, находящимися на поверхности лейкоцита, и селектинами, находящимися на поверхности эндотелия, лейкоцит начинает катиться вдоль стенки эндотелия до места, где произошло разрушение межклеточного контакта. И затем за счет взаимодействия между интегринами и находящимися на поверхности лейкоцита, селектинами, находящимися на поверхности эндотелиальной клетки, лейкоцит начинает протискиваться между стенками соседних клеток и таким образом попадает в периваскулярное пространство и уже отсюда в очаг воспаления. Поскольку контакты разрушаются между клетками прежде всего в области воспаления, именно здесь происходит проникновение лейкоцитов через барьер в очаг воспаления. Всегда ли это, обязательно ли это так, и всегда ли это так? И нет, не всегда, потому что в норме этого не происходит вообще, потому что большая часть сосудов мозга, капилляров мозга, они не имеют промежутков, они не фенестрированы. Только два места, если вы помните, в прошлый раз я вам называл, да, это сосудистое сплетение боковых желудочков и циркумвентрикулярный орган. Два места, где имеются фенестрированные клетки, фенестрированные сосуды, где могут клетки крови проникнуть в окружающую среду. Все остальное, и вообще что-то может пролезать из крови в окружающую среду, все остальное четко регулируется клетками эндотелия и, соответственно, перицитами и астроцитами со стороны мозга. Это очень жесткий барьер. Но вот есть две такие области. Но если происходит повреждение, барьеры нарушаются, и проникновение клеток крови в клеткам мозга облегчается. Это может приводить к образованию очагов воспаления. Наличие очагов воспаления в норме реакция защитная до тех пор, пока клетки соседние контролируют такое воспаление. То есть могут вовремя заингибировать эти процессы, в том числе за счет репарации или за счет каких-то сигнальных молекул, и это все прекращается. Однако при некоторых формах аутоиммунных заболеваний, например, при рассеянном склерозе, у нас с вами лейкоциты колониями могут жить за барьером и поддерживать, собственно, синтез аутоантител, которые направленно уничтожают миелин, и это все, в общем, не очень хорошо.
То есть это когда такие регуляторные вещи сильно нарушаются. Ну, на этой схеме... Короче, мы сейчас про... Да. Значит, здесь я просто хотел показать, что контакты между лейкоцитарными, селектинами и эндотелиальными селектинами и наоборот, да, они менее стабильны. Контакты между интегринами лейкоцитарными и клетками, ну, в данном случае адгезионными клетками иммуноглобулинового типа, более стабильными, и таким образом вот это вот качение обеспечивается. Да? Вот сначала оно слабое, причаливание только происходит, затем просто перекатывается до места разрыва барьера. Так, ну и, наверное, последний тип молекул клеточной адгезии, на котором бы мне хотелось остановиться, это иммуноглобулиноподобные клетки или клетки или молекулы клеточной адгезии. Они действительно похожи на иммуноглобулины по своей структуре. Это суперсемейство, включающее более 100 молекул в своем составе. Ну, из наиболее известных это трансмембранные белки, которые получили название ICAM, VCAM и NCAM. Ну, с NCAM, наверное, вы знакомы, те, кто занимается как-то мозгом. Это нейрональная молекула клеточной адгезии. Она в основном экспрессируется в нейронах. VCAM это, соответственно, сосудистые адгезии, молекула сосудистой адгезии клеточной. И ICAM – это все типы молекул клеточной адгезии межклеточной. Intercellular adhesion molecule. Значит, в структуру их входит несколько иммуноглобулин-подобных доменов, которые обращены в экстраклеточную среду. Функция единственная, пожалуй, из всех молекул клеточной адгезии, независима от кальция. И контакты, которые образуют молекулы клеточной адгезии, они могут быть и гетерофильными, и гомофильными, то есть они могут образовывать и контактировать с подобными себе молекулами, и могут образовывать контакты с углеводами и другими адгезионными молекулами. Ну, в данном случае это вот два примера схематичных молекул клеточной адгезии. Это молекула нейрональной клеточной адгезии. Здесь вот эта часть является иммуноглобулиноподобной. Да, вот тут 5 доменов, похожих на иммуноглобулины, и в составе каждого домена имеется дисульфидная связь. Вот он укреплен такой с N-конца, обращен в экстраклеточное пространство. С внутриклеточной стороны имеется свой домен, и он может быть разного размера в зависимости от посттранслационной модификации. И второй пример – это молекула межклеточной адгезии. Вот она такая димерная молекула. Частично димеры взаимодействуют за счет реакции взаимодействия между иммуноглобулиновыми доменами и частично обращены в внеклеточную среду и готовы взаимодействовать с другими типами адгезивных молекул. Ну, наиболее широко распространена в нервной системе эта молекула, конечно, нейрональной клеточной адгезии. Это молекула, которая кодируется единственным геном, очень большим геном, который в своем составе содержит 26 экзонов. Соответственно, могут образовываться путем альтернативного сплайсинга, то есть, да, когда у нас идет модификация РНК, считанные уже с гена, 20-30 разных форм НКАМа, и они могут подвергаться дальнейшим посттранслационным модификациям, то есть конечная форма белка, который вы его можете увидеть в клетке, она крайне разнообразная, крайне разнообразные белки. Что характерно именно для НКАМ? То, что НКАМы образуют гомофильные контакты, то есть они взаимодействуют друг с другом на соседних клетках, удерживая клетки нервной системы друг относительно друга.
И функциональные свойства этих молекул очень сильно зависят от того, насколько они контактируют с остатками полисиаловой кислоты. То есть степень полисиалилирования, да, одна из форм посттранслационной модификации, в значительной степени определяет свойства НКАМ. Молекулы клеточной адгезии очень легко взаимодействуют друг с другом, и они особенно активно работают на эмбриональных стадиях, на стадиях эмбриогенеза. И здесь НКАМ экспрессируется в огромном количестве у эмбрионов, и чем моложе мозг, тем больше там молекул межклеточной адгезии. Постепенно основным видом посттранслационной модификации этой молекулы является полисиалилирование. Ну, да, два слова еще. Значит, вот здесь приведены разные варианты молекулы НКАМ, поскольку, вы видите, они очень сильно отличаются по молекулярной массе и отличаются по молекулярной массе за счет величины внутриклеточного домена. То есть вот он может быть разным. Достаточно длинным или вообще практически отсутствовать и быть молекула заякорена в мембране непосредственно. Да? Значит, внешний конец, экстраклеточный домен, полисиалилируется за счет присоединения остатков полисиаловой кислоты. Полисиаловая кислота – это углевод. В ее состав входят сахара. Они образуют вот такой достаточно длинный полимер за счет реакции конденсации. И вот этот полимер присоединяется к иммуноглобулиноподобным доменам. Основное взаимодействие между молекулами НКАМ осуществляется за счет реакции двух первых доменов. То есть два первых домена одной молекулы взаимодействуют с двумя первыми доменами другой молекулы. И связь такая образуется. Но вы видите, что вот, значит, у нас может довольно много образовываться здесь довольно длинные остатки полисиаловой кислоты могут присоединяться. К чему это приводит? Да, из иллюстраций, да, красивых. Значит, вы видите в данном случае вот это микрофотография гиппокампа, это вот зубчатая фасция, и желтеньким цветом это экспрессия полисиалилированного НКАМ на достаточно ранней стадии эмбриогенеза. Это вот зрелый мозг антогенеза, тут не эмбриогенез, уже сформированный мозг. Это довольно зрелый мозг, и вы видите, что здесь полисиалилированный НКАМ в основном находится в субгранулярном слое зубчатой фасции. Что, собственно, нам говорит о том, что полисиалилированный НКАМ играет важную роль в тех участках мозга, где сохраняется возможность размножения стволовых клеток, деления стволовых клеток и дальнейшего нейрогенеза. Да? Какую функцию играет полисиаловая кислота? Полисиаловая кислота – это отрицательно заряженный, с высокой плотностью заряда, отрицательно заряженная молекула. Значит, чем больше остатков полисиаловой кислоты находится на молекуле НКАМ, тем хуже удерживаются между собой молекулы НКАМ. То есть, когда происходит обильное полисиалилирование, молекулы легко рассоединяются. За счет такого легкого рассоединения молекул, контактов, возможно ремоделирование структуры, то есть клетка может менять свою форму, и возможно ее миграция. И тогда понятно становится, почему полисиалилированный НКАМ активно экспрессируется именно в области нейрогенеза. Да, там, где нужно клеткам делиться, и там, где нужно им мигрировать. То есть где они должны отделиться от основных клеток. Когда мы с вами, если мы с вами покрасим, соответственно, вот эту область гиппокампа антителами к даблкартину, это промежуточные филаменты. Даблкартин – белок, участвующий в составе промежуточных филаментов, и он наблюдается на ранних стадиях
образования новой клетки, то есть на стадии нейробласта. И здесь вот вы видите остаточные промежуточные филаменты, то есть они вот тут в отростках достаточно хорошо сохраняются. А вот красным цветом это такие зерновидные структуры полисиаллилированного энкама, которые покрывают всю поверхность клетки. Ну, в данном случае это вот единичный нейробласт. И здесь второй тип окрашивания, который иногда встречается, это когда клетка достаточно сплошь покрашена, то есть гранулярность такая не наблюдается в этих клетках, да, в нейронах. Это когда клетка практически приближается уже к зрелому состоянию, вот, и происходит такое перераспределение структуры, которое мы можем чисто морфологически, что ли, или внешне наблюдать на клетках гиппокампа в данном случае. Да. Зелененькими здесь это астроциты покрашены. Значит, что еще об энкамах? Ну, наверное, все. Да, и, собственно, к завершению сегодняшнему мне хотелось бы рассказать вот еще об одном типе межклеточных контактов. Это щелевые контакты или gap junctions. Щелевые контакты встречаются практически по всему нашему организму, и в том числе и между клетками нервной системы. И здесь они есть и между нейронами, и между клетками глии и между клетками глии и нейронами. Это, пожалуй, наиболее широко распространенный тип межклеточных контактов. Почему он щелевой? Потому что благодаря своей структуре всегда поддерживает расстояние между мембранами, равное 2-4 нанометрам, соседними каналами, соседними клетками, между соседними мембранами, соответственно. Да. Белковые субъединицы, составляющие щелевой контакт, всегда образуют открытый канал между двумя клетками, через который цитоплазма соседних клеток соединяется беспрепятственно. Соответственно, поскольку цитоплазма соединяется, возможен транспорт небольших молекул и ионов через образовавшийся канал. Как правило, транспортируются свободно путем диффузии молекулы размером не более 1000 дальтон, не более 1 килодальтона, соответственно, да, и ионы также могут легко транспортироваться. И это позволяет осуществлять электрическое и метаболическое сопряжение соседних клеток. Основными белками, которые образуют такого типа каналы, являются коннексины у позвоночных и иннексины у беспозвоночных животных. Коннексины – это трансмембранные белки. Масса достаточно большая, 26-54 килодальтон. Коннексины собраны в специфическую структуру, которая напоминает собой шестигранник. Шестигранник состоит из, соответственно, 6 субъединиц. Вот они здесь нарисованы на рисунке, четко совершенно видны. И эта структура достаточно жестко удерживается и видна в электронный микроскоп. Благодаря тому, что эти структуры еще и близко удерживаются обычно друг относительно друга, образуют такую довольно большую бляшку на поверхности мембраны. Значит, вот такая собранная из 6 субъединиц, из 6 коннексинов структура называется коннексоном, а 2 коннексона, собранные друг относительно друга коаксиально или соосно вдоль одной оси, образуют водный канал. Канал, через который легко могут происходить 2 вещества. Тем не менее, за счет того, что это трансмембранный белок и имеется трансмембранный домен,
у нас всегда между двумя мембранами сохраняется щель. То есть это как бы такие торчащие выросты с каждой стороны мембраны, которые друг с другом плотно соединяются, и здесь у нас с вами цитоплазматический канал образуется, и тем не менее между клетками находится расстояние. Проницаемость канала может зависеть от разных факторов. В значительной степени определяется наличием заряженных ионов, величиной водородного показателя, то есть pH среды. Они определяют то, какие ионы могут проходить через этот канал. Ну и здесь вот электронная микрофотография. Вот видите, за счет гексагональной структуры каждого отдельного коннексина у нас с вами образуется в итоге вот такая почти шестигранная структура вот этой бляшки. То есть это геометрически очень правильная такая уникальная структура, и она видна довольно хорошо. Значит, функциональная роль плотных контактов. Функциональная роль – это быстрое проведение биологических потенциалов от клетки к клетке. Здесь практически не наблюдается задержки при проведении электрического сигнала. Это обеспечение синхронной работы клеток, неважно каких, где они находятся, в значительной степени позволяет синхронизировать, будь то нейроны, кардиомиоциты, гладкомышечные клетки кишечника. Там, где нужна синхронная работа, там быстрее всего это осуществить за счет работы коннексонов. И координация ответа на стимул, например, на нервный стимул, приходящий нервную стимуляцию какого-то органа, если нужно активировать одновременно много клеток, также возможно благодаря тому, что между клетками устанавливаются вот такие плотные, такие щелевые контакты. Ну и на разных стадиях эмбриогенеза и при созревании фолликулов они играют имеют важное функциональное значение. В нервной системе, но в данном случае, вот я просто в качестве примеров привел, это фотографии, полученные с помощью сканирующей электронной иммуногистохимии на поверхностях, полученных в результате замораживания, скалывания клеток. Значит, это две сколотые мембраны, их зеркальные, симметричные или стереоскопические изображения. Значит, в данном случае вы видите контакт, который образован был на месте олигодендроцита и астроцита. И вообще для олигодендроцитов плотные, вот такие щелевые контакты – это вообще типичная история. Там их очень много, и со многими клетками олигодендроциты контактируют за счет образования вот таких щелевых контактов. Щелевые контакты в разных тканях и в разных клетках могут отличаться по составу коннексинов, по их химической природе, поэтому, в принципе, мы можем их с вами иммунохимически выявлять. Но в данном случае это проведено было окрашивание. Это такая методическая была статья, в которой пытались разным образом выявлять присутствие разных коннексинов на поверхности клеток. Почему пятна, темные пятна? Это пятна, которые получены в результате окрашивания вторичными антителами к антителам к коннексину 43. Вторичное антитело помечено золотом, и дальше получено вот такое негативное изображение, да, поскольку это сканирующий электронный микроскоп. В зависимости от того, сколько частиц золота было соединено со вторичным антителом, это определяет размер клетки. Там, где вот совсем тоненькие черные клетки, там практически одна находится частица. Вот здесь вот их количество умножено до нескольких штук. Здесь, по-моему, 2 или 3, как авторы это описывают. То есть это не размер реальный коннексона, который покрашен, да, это только благодаря тому, что происходит усиление за счет навешивания дополнительных
частиц иммунозолота, которые позволяют выявить это потом при сканировании. То есть вот вы видите, что реально на контакт между олигодендроцитом и астроцитом является щелевым, образованным с помощью коннексинов. Другой пример – это седалищный нерв. И здесь просто флуоресцентное мечение на взяты антитела к 29-му коннексину, который расположен в перехватах Ранвье. Там имеются такие электрические контакты между клетками. И вот они метятся с помощью антител. Ну, вот в данном случае вы видите, да, что вот эти вот стрелки вот показывают нам, собственно, сам перехват Ранвье, и вот тут сосредоточены коннексины, образующие щелевые контакты. Ну и, наконец, ой, я прошу прощения, я заголовок не поменял. Это не седалищный нерв, это центральная нервная система. В данном случае центральное серое вещество – это мозг мыши. И здесь авторы показывают, что можно локализовать в ткани наличие коннексина 32, который находится тоже в контактах глиальных в ткани мозга. Ну и здесь приведены вот фотографии. Это вот тут центральное серое вещество, это дальше прилежащая область, она активно метится антителами к коннексину 32. Рядом приведен тот же участок мозга из мозга нокаутной мыши по 32-му коннексину. Вы видите, что он не окрашен ярко. Хотя, конечно, здесь что-то как бы видно, да, но вот авторы утверждают, что вот здесь вот они видят позитивное окрашивание, здесь они считают, что это мозг негативен. Вот, и в данном случае вот эта фотография из области вентральной покрышки, вентротегментальная область, где тоже, вы видите, довольно обильно экспрессируется 32-й коннексин, который, собственно, является составным компонентом щелевых контактов. Ну и это нокаутная мышь по этому коннексину, где как бы никаких, ну, во всяком случае, такой плотности окраски не наблюдается. Роль коннексинов в развитии центральной нервной системы достаточно хорошо установлена и показано, что на ранних этапах эмбриогенеза действительно очень много контактов, особенно между глиальными клетками и сосудистыми клетками, между некоторыми глиальными клетками и нейронами имеют вот такую природу. Однако до конца эти споры не окончены. Начались они, я вам напомню, еще вот тогда, как Павел Славович нам рассказывал, да, когда была присуждена первая Нобелевская премия Камила Гольджи и Сантьяго Рамону Кахалу, которые являлись абсолютными противниками в представлении о том, как работает нервная система. Гольджи считал, что это ретикулярный принцип, то есть нервная система – это единая сеть, да, такой функциональный синцитий. У нас тоже, кстати, есть до сих пор сторонники этой теории. Есть такой морфолог, по-моему, питерский, если память не изменяет, его зовут Олег Михайлович Соколов, который является сторонником такой ретикулярной теории и пытается доказывать то, что электрические контакты между нейронами существуют в центральной нервной системе достаточно активно. Есть такие контакты, якобы есть, потому что, вот, я говорю, споры до конца не окончены. Наиболее они широко представлены в гиппокампе, в тормозных клетках. Есть представление о том, что в некоторых возбуждающих нейронах, опять же в гиппокампе и, по-моему, в области ЦА3 в основном, тоже такие контакты существуют, электрические, и наибольшая их активность соответствует, например, возникновению эпилептических разрядов в гиппокампе.
Есть противники категорические этой точки зрения, но я надеюсь очень, что когда мы методически будем оснащены настолько, чтобы уметь точно локализовывать и различать типы этих контактов, а современные методы микроскопии, они очень сильно продвинулись и используются активно, то, может быть, мы действительно что-то такое увидим. И в гиппокампе в том числе, и в коре в том числе, где также предполагается наличие электрических синапсов. Электрические синапсы вроде бы описаны, значит, и, соответственно, да, поскольку электрический синапс в основе своей имеет щелевой контакт, они описаны в клетках Гольджи в мозжечке. Это факт достаточно известный. То есть в центральной нервной системе и в глиальных элементах, и в нейрональных элементах такие контакты имеются. Поэтому, в принципе, мы должны понимать, как они устроены и, собственно, придавать им определенное значение. Более того, достаточно большое количество синаптических связей являются связями смешанного типа, где наблюдаются и вот такие щелевые, часть синапса имеет щелевую структуру и устроена как щелевой контакт, а часть синапса устроена как типичный синапс, химический синапс. И в таких смешанных синапсах очень понятна роль щелевого этого соединения, поскольку она в значительной степени довольно быстро позволяет изменить величину мембранного потенциала и увеличить эффективность передачи в таком синапсе. Вот, поэтому, мне кажется, это достаточно важный такой элемент, не только потому, что он встречается между клетками в разных тканях, но и в нервной системе тоже. Ну и на этом мне хотелось бы закончить. Спасибо большое за внимание. Все, если есть вопросы, я готов ответить на них. А можно вопрос задать? Да, Игорь Слышно Вячеславович. меня, да? Да, Игорь Вячеславович, пожалуйста. Михаил Юрьевич, я вот уже, как-то урывками второй день слушаю ваш рассказ про контакты межклеточные, про матрикс, и, может быть, я что-то пропустил, но мне вот ужасно интересно, вот все вот эти белки, полисахариды и прочие штуки, которые позволяют клеткам соединяться друг с другом, они же не так вдруг появились вот как-то из ничего, они же появились как-то в процессе эволюции. Вот что-то про это вы знаете, можете сказать? Потому что я вот в свое время где-то встречал такое короткое упоминание, что вот именно еще на уровне отдельных бактерий, когда появилось, собственно говоря, хищничество, вот это хищничество, собственно говоря, оно и вело к тому, что совершенствовались какие-то вот внешние структуры на мембранах, которые позволяли закрепиться на клетке жертве. Вот, и это, собственно говоря, стало предпосылкой для развития вообще вот многоклеточности. Вот. Я не знаю, насколько вот вы сталкивались, вот, может быть, в своих изысканиях с этой проблематикой, но было бы любопытно, если бы вы как-то смогли прокомментировать и, может быть, направить вот мой интерес в том числе в какое-то правильное русло. Ух, вы так глубоко смотрите в корень вопроса, Игорь Вячеславович. Ну, я смотрю только в соответствии с вашей глубиной проработки материала, Михаил Юрьевич. Я каюсь. Я не сильно большой эволюционист и не сильно большой специалист в области эволюции, поскольку, да, это интересно. Я думаю, что общие принципы межклеточных взаимодействий, они появились именно тогда. Потому что все равно любые межклеточные взаимодействия, чтобы осуществляться, они должны какой-то контакт между клетками обеспечить. Да? И можно предположить, что поскольку все практически элементы вот того, о чем я рассказываю, они и на уровне бактерий встречаются, в стенке бактерий, да, практически, многие из белков, не говоря уже о углеводах и о липополисахаридах разных, да, которые сами по себе, прошу прощения, достаточно липкие, да, липкие в том смысле, что
легко взаимодействуют друг с другом. И, наверное, это было возможно. Другой вопрос, что связано ли это было исходно с хищничеством или с поиском того, что колониальное взаимодействие давало какое-то преимущество по сравнению с другими вариантами? Ну, честно, я не готов на эту тему рассуждать. Я просто не хочу спекулировать. Не знаю. Понятно, спасибо. Ну, то есть, в принципе, для вас вот такой взгляд на эту проблему межклеточных взаимодействий, что предпосылки к ним появились еще на уровне бактерий, и вы знаете, что есть уже там основные ключевые элементы у бактерий, которые обеспечивают вот эти вот межклеточные контакты. То есть он вам не чужд, вы считаете, что это разумная вообще вещь. Вот, Ну, и это в меня принципе, теоретически приободряет. это возможно, потому что, ну, смотрите, если мы сажаем несколько клеток друг с другом, они все равно устанавливают так или иначе контакты между собой. Они Понятно. все равно, даже размножаясь, если колония начинает размножаться вот от одной клетки, да, клетки, они же не ползут сразу в разные стороны, они все равно удерживаются за счет слабых взаимодействий, тех же кадгериновых взаимодействий, например, да, о которых я рассказывал, которые, собственно, на стадии эмбриогенеза и работают. И в культуре точно так же происходит. Когда вы сажаете, как образуется колония клеток, они начинают делиться, но они удерживаются между собой. Понятно. Они Спасибо не огромное. распадаются на отдельные. Поэтому я думаю, что да, не исключено, что эволюционно это могло так и произойти исходно. А потом уже перейти к многоклеточности. В принципе, Мгм. такой шанс вполне возможен. Спасибо, спасибо, очень интересно. Все, остальные уснули. Нет, спасибо большое. Можно вопрос, можно дилетантский вопрос? Вот Можно мне любой очень вопрос. интересно, вот очень интересно про эти когерины. А скажите, пожалуйста, Елена Васильевна, вы пропали. как-то повышать, следует ли, и может, Я не говорю, слышал слышно? вопрос. Елена Васильевна, повторите, пожалуйста. Сейчас. Значит, вот мне очень, во-первых, очень большое спасибо за такую лекцию, содержащую массу информации. А во-вторых, меня заинтересовало вот данные про когерины, да, и учитывая их большую функциональную значимость, вот с течением времени, с течением жизни концентрация их уменьшается или она постоянна? И можно ли ее как-то, ну, повышать, учитывая высокую значимость этих компонентов? Понял, спасибо. Понял, да. Значит, есть такие экспериментальные работы, в которых вы можете изменить за счет увеличения экспрессии, и действительно количество контактов возрастает. И наоборот, если вы начинаете ингибировать экспрессию кадгеринов либо генетически, либо есть определенные группы веществ, которые нарушают контакты, действительно контакты ослабляются, эти данные есть. Что касается возрастного аспекта, ну, на самом деле... Добавлю возрастного и, скажем, патологического, вот после травмы, например, да? Они же тоже, наверное? Патологически, да, там, поскольку идет исходно разрушение клеток, разрушение матрикса, соответственно, у вас идет большой выброс протеаз. Я вот в прошлый раз, как раз, когда про матрикс рассказывал, об этом говорил, да, а протеазы обладают очень низкой относительно низкой специфичностью, и они разрушают все поверхностные белки, которые обращены в межклеточное пространство. И тогда связь между клетками нарушается. И только затем, когда активируются репаративные процессы, начинает нарабатываться матрикс, элементы матрикса обладают способностью к самосборке, и у вас образуется то, к чему можно прикрепиться, тогда клетки начинают к этому прикрепляться и усиливать эти контакты. И таким образом идет репаративный процесс. И действительно в процессе репарации, когда нужно, чтобы отросли новые отростки, или конус роста находил нужную мишень, взаимодействие молекул, вот этих адгезивных молекул на поверхности с другими клетками, с молекулами, расположенными на других клетках, и с молекулами матрикса имеет очень важную функцию. Другой вопрос, что пока нет, насколько я знаю или насколько я вот прочитал, я имею в виду в литературе, которую как-то просматривал и изучал, нет средств, которые селективно позволяли бы вам обеспечить синтез
или экспрессию, повысить экспрессию того или иного белка, вот такого условно неспецифичного достаточно белка, поскольку они очень огромные по своему составу семейства, и если вы начинаете что-то модифицировать, то, скорее всего, модифицируете большую группу молекул, не только в одном месте, как конкретную. Ну, если я понимаю, о чем вы спрашиваете, да, потому что, конечно, было бы интересно, например, Да. взять какой-то специфический хемотрактант, а такие есть, которые обеспечивают, например, направленность роста аксона. И таким Да, да, образом, да, да, да. когда аксон будет чувствовать, будет выпускать, будет изменять свою кривизну и за счет адгезивных молекул цепляться за матрикс, взаимодействовать с другими и пытаться взаимодействовать с другими клетками, наверное, это было бы идеально, потому что тогда бы мы могли направлять рост этой молекулы. Но пока, насколько я понимаю, специфично это сделать невозможно. То есть можно ускорить рост, можно увеличить отрастание числа клеток, но, к сожалению, это нельзя сделать специфично. Второй аспект, который в связи с этим возникает, это когда аспект, связанный с канцерогенезом, очень важный. Потому что когда у вас идет разрушение контактов межклеточных, это является сигналом к усилению пролиферативной активности этой клетки. Чем меньше у нее межклеточных контактов, тем больше вероятность того, что она начнет делиться. И тогда это деление может перерасти вот в патологический процесс. Ну, в зависимости от того, опять, как изменится молекулярная машинерия внутри клетки. Но когда клетка утрачивает контакты, она готова поделиться. И для эпителиальной ткани, например, это, в принципе, нормально, потому что там все время идет обновление. С нервной тканью непонятно. Если клетка утратила контакты, то, скорее всего, она умрет. Вероятность этого крайне высока. Поэтому, собственно, у нас с вами нейрональных опухолей как таковых почти не образуется, потому что нейроны, теряя контакты, чаще погибают. А нейробластомы, если я правильно, конечно, я тоже опять не специалист, но если правильно то, что я про них знаю, это в основном опухоли, образующиеся за счет оставшихся недифференцированных клеток из эмбриогенеза. То есть нейробластома из зрелого нейрона, вот нейрональная опухоль, наверное, реже гораздо образуется, потому что чаще всего, если аксон утрачивает контакты, если дендриты утрачивают контакты, то нейрону поступает сигнал включить апоптозную машинерию, он тихонечко, чистенько достаточно погибает в нормальном мозге, если это не какой-нибудь там... Не знаю, в какой степени ответил на ваш вопрос. Ой, спасибо за очень интересный, развернутый ответ. И так получается, что как бы точка роста – это, значит, введение, может быть, перспективность, да, введение локального введения в нервную систему вот, да, каких-то Да, или стимуляторов. поиск каких-то очень специфичных хемотрактантов, которые именно будут специфически направлять установление контактов между клетками. Вот это было бы, наверное, ну, совсем супер идеально. Спасибо большое. Все, наверное, да. Спасибо большое, коллеги. Если вопросов нет, то мы Спасибо. заканчиваем. Следующая лекция через неделю во вторник. Павел Наслович Балабан опять продолжит про историю изучения нервной системы. До свидания. Спасибо.